Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Я продолжаю публиковать свои полные мастер-классы. Те мастер-классы, которые у меня на канале с начала моего канала, были разбиты на несколько частей. И сейчас больше 1100 видео на канале. И практически нереально найти что-то, что было уже давно, поэтому я собираю эти части в кучку и публикую вам для того, чтобы не искать среди множества видео первые части, те нужные части, которые нужны. Вот, и я считаю, что эти мастер-классы достойны внимания, и я их обновляю для того, чтобы вы с легкостью могли это все найти. Вот, и связать эти модельки. Напоминаю, что у нас все новости в Инстаграм, Телеграм, поэтому заходите туда, будьте подписаны, чтобы не пропустить все новости и все наши проекты совместные. Вот, а дальше приглашаю вас к просмотру видео и вяжите, пожалуйста, эта модель достойна внимания, поэтому не пропустите. Сохраняйте себе, я думаю, она заслуживает моего и вашего внимания. Всем приятного просмотра. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Начинаем новую рубрику «Повторяем брендовые вещи». Начинаем из свитера, который был у меня в вопросе. Вот смотрите, я написала, посчитала по комментариям, за что вы голосовали. Вот так получилось, да, я не считаю это большим разрывом. Всего в 4 голоса победил первый свитерок, тот, который посложнее. Я его буду вязать, этот, который единиц. Но двойка, смотрите, 29 голосов, единичка 33 голоса. Всего 4, разрыв 4 голоса. Поэтому, девчонки, у меня, сразу же говорю в начале видео, большая просьба. Я свяжу и второй, но только в том случае, если это видео наберет достаточное количество просмотров. Вот такую вот помощь я от вас прошу, потому что, сами понимаете, мне нет смысла делать такое объемное видео, оно достаточно трудоемкое, ради 5000 просмотров, да. Это мое время, это мои силы. Если я пойму, что эти видео нужны и они вам интересны, ну а это я пойму по комментариям, просмотрам и лайкам, то я свяжу и второй. Тем более, что я уже бисер купила. Нитки я уже как-нибудь докуплю, но бисер я заказала оптовый вариант, девчонки. Так что весь процесс будет разделен на 2 видео, чтобы вам было проще и мне проще так. Далее, что хочу сказать. Далее по размерам, девчонки, я вяжу размер S и буду озвучивать еще или писать, вот так как у меня на схемке, видите, 3 варианта, то есть S, M, L. Выберите для себя свой размер. То есть объяснение будет идти параллельно для 3 размеров. Но вяжу я еще, повторюсь, S размерчик. Далее, что касается пряжи, я купила вот эту вот Alize Angora Gold. Она у нас 100 граммов, 550 метров. Тонкая, в 2 сложения. Для размера S мне понадобилось 450 граммов. Для M это будет 500 граммов. И для L 550 граммов. Я пишу и на русском, и на английском. Пусть уж будет так. Так, значит, поняли, да? Ну, в любом случае, тут 450 вы не купите, надо покупать 5 мотков, да? Для SM это 5 мотков, для L это 6 мотков. С пряжей понятно. Вяжем в 2 сложения. Спицы 2 варианта. Для резинки 2 миллиметра, вот такие круговые у меня. И для основного вязания 2,5 миллиметра. Бусины. Бусины, девчонки, я не знаю, сколько уйдет штук еще в процессе, пока я ничего вам сказать не могу. Будет в конце видео, я попытаюсь
Я потом посчитаю на всем свитере. Но хочу сказать, заказала в оптовом магазине. Я считаю, если вы поищете интернет-магазин, вот таких по 100 грамм такие пакеты, не маленькие, как продают в магазинах, а именно большие. И мне, вот судя по Чехии, да, мне вышло намного дешевле, чем покупать в обычном магазине, идти покупать маленькие эти пакетики. Поэтому я купила вот таким вот образом. Диаметр 8 миллиметров, вот 100 граммов. И диаметр 5 миллиметров, тоже 100 граммов. Поскольку там штуки, соответственно, я их не считала. Ну вот, исходя из веса, у меня по 100 граммов обеих бусин. Еще есть диаметр 10 миллиметров, так что на второй свитер у меня уже есть бусины. Вот. Далее. Так, разобрались. Бусины я пока откладываю. В сегодняшнем видео мы вяжем спинку и полочку. Они у нас пока идут без бусин. Показывать я буду, вот она моя основная деталь, спинка связана. И я показывать буду на толще нитках, толще спицах, чтобы вам было понятнее. Я пройдусь просто по набору петель, потому что я набирала, видите, вот этот край для резинки красивой. Для резинки я набрала 110 петель для моего размера, соответственно 120, 130 SML. Поняли, да? Везде будут вот такие вот размеры. Ширина, видите, в сантиметрах. Здесь у меня в петлях. Ширина, не пугайтесь, в рабочем состоянии, вот мой период, я всю спинку я связала и разутюжила. Вот в прямом смысле слова, с паром утюгом разутюжила, чтобы она у меня приняла человеческий. Так, далее переходим к набору петель. Набор петель у нас ирландский, по-моему, он называется. Набирала вот таким вот образом. Захватывала петлю, видите, перекрутила, теперь захватила вот эту, через нее протянула первую. Теперь первую продела под первую, захватила вторую. Такие вот качельки. Подробнее этот способ есть у меня в видео. Так, таким образом набрала 110 петель для своего размера. И далее первую петлю я сняла. Здесь можно сделать узел, да, чтобы закрепить немного. И вот видите, здесь вот прекрасно, хорошо видно. Вот эта петля, как лежат петельки. Вот это у меня лицевая. Видите, оно прям и видно так. Она такая раскрытая, лицевая. Это изнаночная. Вот этот способ хорош только для резинки 1 на 1, чтобы был такой красивый край. Так, далее я вяжу 5 сантиметров резинка 1 на 1. Вот она моя резинка для всех размеров. Последняя петля изнаночная, кромочная, последняя изнаночная. Так, далее мы переходим на основную вязку, которая у нас изнаночная гладь, по сути. Я положила так, но использовать я буду изнаночную гладь. То есть один ряд лицевыми петлями, один ряд изнаночными. Соответственно, смотрим. 5 сантиметров резинки. Набирала я на спице номер 2. Для резинку мы вяжем тонкими спицами. Далее в лицевой глади переходим на спицы 2,5 миллиметра. И вяжем лицевод. Один ряд лицевыми петлями и второй ряд изнаночными петлями. Для размера S мы вяжем 40 сантиметров, для размера M 43 сантиметра. И для размера L 46 сантиметров. В рядах это 100, 110 и 120 рядов, соответственно, для всех размеров. Далее, после того, как мы провязали вот эту часть, это у нас часть до реглана, вот эти 40 сантиметров в моем случае, всего получается размер S 45 сантиметров, размер M 48 сантиметров и размер L 51 сантиметр до проймы длина. Далее вяжем реглан.
реглан обычный, но единственное, что хочу сказать, закрывала я вот так вот в начале ряда, сразу провязывав. В начале каждого ряда провязывала по 2 петли. Для чего? Для того, чтобы у меня вот здесь вот край был, когда я сошью, не было никаких здесь как бы сокращений, чтобы было все гладенько и ровненько, то есть никаких украшающих моментов у меня нет, поэтому я закрываю так в начале ряда, чтобы не нарушать структуру вязания. И в изнаночном ряду точно так же в начале ряда я провязываю 2 петли вместе и вяжу до конца ряда. Таким образом выполняем реглан. Вот сейчас я провязываю до конца ряда. Дальше я уже показывать не буду. Это я просто показала вам сам узор. Я думаю, показывать его больше и не нужно. Для наглядности просто показала. Далее я образец уже вязать не буду. Я буду объяснять и объяснять на основном вязании. Далее я закрывала вот так вот с каждой стороны по одной петле для размера S 40 раз, то есть 40 раз здесь и 40 раз здесь. Ну, знаем, да, реглан. 40 закрытий, и в итоге у меня осталось 30 петель. Для размера М 45, и осталось 30 петель. И для размера L 50, и осталось 30 петель. Вот такая вот спинка у меня получилась. Всего она, вот, высота реглана в сантиметрах 30, 33, 36 сантиметров. Вот этот сектор от проймы и до горловины у нас в сантиметрах. Далее я вяжу полочку, вернее, я вяжу вперед точно идентично как спинку вот до самой горловины. Так, мои хорошие, вот смотрите, теперь вперед объясняю вам вырез для горловины вперед. Провязала я точно так же, как на спинке, но вот до этой точки. Эта точка для всех размера S. 30 раз я вот здесь вот убрала, ну, то есть провязала этот реглан, не 40, как в спинке, а 30. То есть здесь у меня на спицах осталось 50 петель. 30 для размера S, 35 для размера M и 40 для размера L. То есть 40 сокращений. Это значит 80 рядов. Да, я думаю, все поняли. Теперь здесь на спицах у нас для каждого размера сейчас в этой точке остается 50 петель. Я вот так вот пишу. Для всех размеров. И мне нужно закрыть сейчас, нам, вам, нам всем нужно закрыть средние 20. Продолжаем делать наш реглан. Провязываю 15 петель, закрываю средние 20. Вот, смотрите, закрыла я 20 петель. То есть здесь я пишу 20 петель для всех размеров. Запоминаем. 20 петель. Вот они, я закрыла. И теперь я буду вязать вот этот вот скос. Здесь у меня еще вот на этом секторе 5 раз по одной петле я закрою, то есть здесь и здесь 5 раз по одной петле, а здесь я буду закрывать таким вот образом: 4, 3, 2, 1. Еще раз: 4, 3, 2, 1. Сначала эту половинку я довязываю, при этом здесь закрываю по одной петле, здесь точно так же, как здесь: 4, 3, 2, 1. Здесь 4, 3, 2, 1. Здесь по одной петле 5 раз. Все, довязываю вперед. Итак, мои хорошие, вот смотрите, я уже закрыла, довязала вот эти два ушка, два хвостика до конца. И должно и у вас точно так же получиться сойти все петли на нет. Так, что касается разутюживания, не бойтесь. В этом случае, в этом свитере не прокатит у нас намочить, разложить. Именно нужно разутюживать. Я говорю об этой пряже, которая у меня. Для того, чтобы он хорошо сидел, этот свитер. То есть я хорошо прям с паром взяла и разутюжила обе детали. Вот такие вот у меня детали. Спинка вперед, то есть полностью одинаковые. За исключением вот этой вот. Видите, вот этого хвостика. Вот он на схеме, вот он в реале. Так,
Я думаю, все понятно. Я думаю, все понятно. Вам все понятно, девчонки. Здесь ничего сложного. Второе, следующее видео у нас будет рукав, сборка и так далее. То есть уже будет повеселее с бусинами. Вот такая вот уже у меня есть заготовка. Но вы увидите это в следующем видео. Так, девчонки, еще раз прошу поддержать это видео лайком, комментарием, чем угодно. Поделиться, поставить лайк, прокомментировать что угодно, даже если вы просто смайлик поставите в комментариях. Просто для того, чтобы я видела вашу обратную реакцию, чтобы я понимала, делать мне следующие такие видео или не делать. То есть вторую часть я доделаю этот свитер. И по вашей реакции я уже пойму, стоит ли мне продолжать или закрыть эту тему. А на этом этапе, девчонки, я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Жду вашу реакцию, мне очень интересно. Но пока все, через пару дней будет следующее видео продолжение. Так что я долго затягивать не буду, не волнуйтесь. 3-4 дня и продолжение будет уже на канале. Все, всем пока на сегодня. Так, девчонки, я вас приветствую. Вторая часть нашего видео. Вяжем рукав. Разбираемся с бусинами. Вот эти большие я пока откладываю. Я их буду потом уже на готовый свитер пришивать. Не буду я их ввязывать, потому что я думала, пыталась рассчитать это все дело. Это насколько для меня, во всяком случае, сложно рассчитать как бы периодичность маленьких бусин и вот этих вот больших, что я не рискнула. Я решила их пришить. А маленькие буду ввязывать. Кто смотрел видео с носками, те уже знают, как продевать эти бусины. Я беру обычную иглу, обычная нить, да, завязана узлом, вот он узел, и передвинута. Вот здесь вот у меня уже и ворса какая-то. Узел немного сдвинут. Вот, теперь в эту петлю я продеваю вязальную нить. Просто я ее так вот захватываю. Все, ничего не завязываю, ничего не привязываю. И одеваю бусины на иглу. У меня бусины, девчонки, валяются уже по всей квартире. Ловлю, они все равно убегают и катаются. Вот так вот. Берем, одеваем на нить и протягиваем через них вот эту вязальную нить. Вот. И одеваем. Я, допустим, сильно большое количество я не рискую одевать, потому что это сложно передвигать их потом, если их много очень. Во-вторых, для меня проще потом нить обрезать и еще одеть следующие бусины. Вот я одеваю какое-то определенное количество и вяжу, а потом, когда заканчивается, я нить обрезаю и одеваю следующие бусинки, потому что если одеть все для целой детали, представляете, какие будут бусы, и это ж их все надо передвигать, вот перемещать, чтобы вязать этой нитью. Вот, одеваем. Для рукава, мои хорошие, набираем на спицы 2 миллиметра, на тонкие спицы. Набираем 46, 51, 56 петель, соответственно S, M, L. Я туда пишу S, M, L, чтобы было поднять. И далее будем, то есть разница в размерах. Вяжем резинкой 16 рядов. 16 рядов. Вот она, моя резинка. Далее добавляем петли. По сути, добавляем практически через петлю. Сняла петлю, воздушная петля. Снова провязала одну. Воздушная петля. То есть через каждую петлю мы добавляем воздушную петлю. Провязав одну петлю, мы делаем воздушную петлю. И так до конца ряда. Так, добавила я эти петли, соответственно, смотрим для размера, сколько мы добавляем петель. Здесь 45, 50, 55 петель добавляем, соответственно, для всех размеров. И вот такое вот количество петель у вас должно получиться на 91, 101, 111. Далее переходим на спицы 2,5 и вяжу я первый ряд лицевыми петлями,
начинаем вязать изнаночную гладь с лицевого ряда лицевыми петлями и еще 4 ряда по узору. Провязала я 1, 2, 3, 4, 5 рядов после добавлений. И теперь будем задействовать уже бусины наши. На схеме я расписала количество, вот по размерам количество петель общее, которое должно быть. И вот здесь вот, видите, от низу до верху между вот этими бусинами, чтобы вы понимали, вот они, вот наш рукав. 7 полосок всего у нас с бусинами будет и петли, которые у нас между бусинами. Включая здесь количество петель, включая кромочную. Поэтому так, что мы делаем? Вот все это время мы наши бусины передвигали, да, по вот этой нитке. Теперь в одном ряду у нас будет использоваться 7 бусинок. Я их передвигаю поближе. Смотрим, 12 петель у нас в начале, считая кромочную. 1, 12. Провязала. Теперь подвигаю бусину. Вот видите, зажимаю ее пальцами и вяжу. Далее вяжу изнаночными. Видите, вот так вот. И она остается у меня здесь ввязанная. Далее я между бусинами вяжу по 11 петель. Вы, соответственно, вяжете столько, сколько для вашего размера. Следующая бусина. Зажимаю ее здесь и вяжу следующие изнаночные. 11. Следующая. Вот, девчонки, видите, вот таким вот образом у нас образовалось 7, ввязалось 7 бусин. Вот в конце у меня 12 петель. Вы, соответственно, смотрите по вашему размеру. Далее продолжаем таким вот образом. Сейчас я вяжу изнаночные лицевыми, потом лицевой ряд изнаночными петлями, потом еще один изнаночными. И в 4 ряду после вот этого я снова буду ввязывать бусину. То есть 3 ряда между бусинами и 4 ряд с бусинами. Продолжаем вязание ровно. Для скосов мы ничего не добавляем. Здесь у нас скосов рукава нет. Смотрим, вяжем. Вот видите, вот у меня ниточки, я их продену. Это я продевала бусины. То есть у меня заканчивались, и я разрезала нить и опять одевала бусины и вязала. Вот, поэтому у меня на рукавах вот такие вот есть ниточки. Что касается рукава до проймы вязания, смотрим. Первая цифра это сантиметры: 50 сантиметров, 53 сантиметра, 56 сантиметров. И в рядах 120, 130, 140, тут соответственно для всех размеров. Далее мы начинаем вязать реглан. Точно так же, как вперед спинка, вяжем. Вяжем. То есть в начале каждого ряда провязываем 2 петли вместе. Видите, я вам положу 2 рукава, один разутюженный, один нет, один который я работаю сейчас делаю. Вот они, оба мои рукава, полностью одинаковые. Единственное, что вот этот скос теперь должен быть с этой стороны. Так, объясняем. Значит, вяжем мы до того момента, да, вот этот рукав, вот сейчас он у меня, когда для размера S у нас 35 сокращений, вот этих, вот я имею в виду, по 2 раза провязано. Для размера M 40 сокращений и для размера L 45 сокращений по одной петле. Вот я нарисовала. Написала. Вот, теперь мы будем вязать, но с одной стороны мы еще 5 раз будем сокращать по одной петле. Вот они, видите, в итоге у нас с одной стороны, это сторона спинки, у нас 40 сокращений, 45 и 50 сокращений, вот здесь вот. Со стороны переда у нас остается вот это количество сокращений, но с этой стороны мы начинаем сокращать по 3 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 5 раз. И сойдет у нас на нет, вот так вот. Только следите, чтобы у вас было как бы вот такие вот 2. То есть это ж у нас, короткая часть у нас идет к переду, длинная к спинке, вот так вот.
Поэтому в зеркальном отображении должны быть рукава. Довязываю. Так, ну все детали у меня готовы. Схему, я думаю, вы зафиксировали. Теперь я сшиваю регланные линии. И далее буду уже пришивать остатки бусин, буду пришивать иглой. Сшиваю регланные линии. Соответственно, кто не знает, я думаю, знают все. Рукав, где сторона длиннее к спинке, где сторона короче к переду. Так, мои хорошие, смотрите, сшила я регланные швы и разутюжила, естественно, эти швы, потому что что-то стоит колом эта прядь. Вот так вот пока выглядит вот это мой полуфабрикат. Беру мел и прорисовываю вот эти, видите, продляю как бы эту линию. И далее я уже буду вышивать. Так, и теперь одинаково попытаться. Здесь плохо разутюжила. Вот таким вот образом я прорисовала, видите. И сейчас я буду, вот смотрите, мисочку себе такую приготовила. Нитки, иглу. Вот сшивала я толстой иглой, а пришивать бисер буду тонкой. И насыпала бисер. А так смотрится аппетитно. Вот. И сейчас по вот этим линиям с равным интервалом, как бы попытаюсь восстановить вот этот интервал, я просто продлю вот эту линию вот так вот и буду пришивать бусины. Значит, восстанавливаю эти две линии, а далее продолжим потом уже. Так, смотрим, девчульки, смотрите. Нашила я здесь бусины, продлила до горловины. Видите, вот эти две полосочки. Продлила. Теперь что я сделала? Теперь я буду пришивать большие. Для этого я вот эту вот часть, рукав, всего, если мы посмотрим на рисунок, да, я посчитала, что всего у нас 6 как бы рядов этих больших бусин, начиная от горловины и заканчивая манжет. Измерила вот эту вот всю длину рукава, у вас это будет соответственно вашему размеру, и разметила примерно 10 сантиметров между этими секторами. Вы смотрите по своему размеру. Ну, в общем, на 6 таких полос, 6 отделов, как бы отсек, я разметила. И вот здесь вот буду пришивать по одной бусине между этими полосками, по одной большой. Вот сейчас я все везде пришью и вам покажу. Смотрим, мои хорошие, видите, пришила я эти бусины большие. Вот они у меня, девчонки, я начинаю влюбляться. Какая же это красота, я не знаю, передаст эта камера или нет, но это действительно круто. Следующим этапом, вот здесь, вот видите, на передней половине я уже одну часть сделала. Здесь совершенно хаотично я вот так вот нашила как бы в разброс эти бусины. Уже четких линий у меня нет, видите, вот она без этого. И тут вот просто как-то в разброс вот так, видите, сколько у вас бусин есть, сколько там, допустим, вам хочется. Вот немного так как бы смазать это все, эти четкие линии вот здесь вот на плечике и на груди. Вот, сейчас я сделаю эту вторую часть. Тут, я же говорю, это абсолютно хаотично я нашила эти вещи, эти остатки. Доделаю вторую часть, и останется нам только горловина, девчонки. Все, девчонки, нашила я бусины, утомили они меня. Теперь по горловине я набираю спицами, которыми я вязала резинку, в 2 сложения нить. И одна нить с бусинами одеты. Все, набираю петли круговую, и петель набираю достаточное количество, потому что воротник он у нас не прилегающий, а такой стоящий. Сейчас я наберу и вам покажу. Начинаю со спинки, вот отсюда, этого стыка, и набираю. Петли буду набирать, вот смотрите, немного пониже, чем не по кромке, как бы не по краешку, а чуть пониже, чтобы было симпатичнее. Так, все, набираю эти петли, далее будем разбирать. И набрала я по кругу 160 петель. Смотрите внимательно, считайте, довольно много петель набрала, чтобы получить ту горловину, которая у нас на картинке, чтобы она была стоять. 160 петель, число петель должно быть кратно 4 обязательно, потому что горловину мы будем вязать резинкой 1 на 1, поэтому число петель кратно 4. Так, смотрите, мои хорошие, вяжу я горловину. Первый ряд у меня, видите, изнаночный.
Он сливается с этим рядом. Потом 3 ряда резинка 2 на 2, и в 4 ряду я в изнаночных, как бы там, где в резинке 2 изнаночные, между ними добавляю бусину в каждом как бы изнаночном промежутке. Потом 3 ряда буду вязать ровненько просто резинкой, и в 4 снова буду добавлять бусины. То есть бусины добавляю в каждом 4 ряду резинки. Вяжу по кругу, девчонки. Никаких уже швов не будет. Все у меня по кругу сейчас идет. Довязала я эту горловину. Сделала я 3 ряда с бусинами, видите? Вот, в сантиметрах. Сейчас я вам все буду рассказывать. Далее я вязала без бусин. В сантиметрах у меня в высоту 8 сантиметров. Ну, даже если вот так прям мерить, то 8,5. То есть в готовом виде 4 сантиметра. Вот это я, видите, как набирала. Сейчас я просто отогну и здесь пришью. Вот это, чтобы горловина была двойная. Вот, то есть подошью эту горловинку. И будет она выглядеть вот так вот. Далее нам остается только сшить вот этот боковой шов. Все. И в принципе, и мы готовы. Не так все страшно оказалось на самом деле, девчонки. Так, девчонки, смотрите, показываю вам результат. Вот это мой свитер. Мне немного неудобно снимать. Я надеюсь, моя дочь придет, и мы снимем на ней, либо на манекене, как-то более культурно и красиво это снимем. Ну, в общем, в любом случае, это моя готовая работа. Еще и неровно повесила. Размер отличается, конечно, отличается тем, что он длиннее, чем оригинал, но длиннее это вы можете легко исправить, просто длину вязать меньше. Рукав, получается, остается, а сам свитер вязать короче, если вы хотите точно так же, как оригинал. Но я просто дама в возрасте уже, мне 46 лет, поэтому открыть живот я себе не могу позволить. Мне нужно вот эти проблемные зоны закрывать, поэтому для себя я связала подлиннее. А это уже на ваше усмотрение. Я думаю, самая большая проблема, как бы не проблема, а самый сложный этап — это эти бисерины, да, а сама длина тут проще простого ее укоротить. Это вы уже у меня сделать сможете. Вот такой вот свитерок у нас. Вяжите, девчонки, я так жду ваших результатов. Честно, я очень хочу видеть то, что вы свяжете. Пожалуйста, посылайте мне куда угодно: в Facebook, контакт,